Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз. События и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте узнаем, каковы события апреля. Именно о событиях нам расскажут карты цыганского старинного пасьянса. А от себя хочу добавить, что апрель, особенно для вас, завершается 7-летний транзит Урана 26 числа. И в вашем знаке зодиака. Теперь он переместится в ваш второй дом гороскопа. Это тот дом, который отвечает за финансы, тоже за ваше благополучие. И теперь в знаке зодиака Близнецы, мои дорогие, находится Уран. И вы после многолетней репетиции, 7-летней, точно знаете, возможно, уже у вас, на кого-то из вас повлиял Уран. Вот эти 7 лет были очень сложными. Возможно, многое изменилось. Изменились вы сами. Поэтому где-то, может быть, вот именно с этими энергиями нужно будет подойти под сознанием где-то, да, подойти к тому, что последующие 7 лет потребуют от вас некоторые перестройки, пересмотра многих вопросов, откуда к вам приходят деньги. Или каким образом вы будете зарабатывать. Уран все дробит. От себя хочется добавить, поскольку до конца апреля вы как первые шаги будете продумывать или строить планы. Ну, давайте рассмотрим, что нам подскажут карты цыганского старинного пасьянса, и рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, куда без него. Но для вас, мои дорогие тельцы, победа. Смотрим дальше. Что нам расскажут еще? Для тельцов, что случится, что произойдет. А вот какая-то персона, смотрите, выпадает маска. Всегда это значение заставляет задуматься, потому что это тот человек, который не говорит о чем-то открыто. Это тот человек, который, свои планы точно не афиширует. Или тот, который, наоборот, какую-то свою прерогативу имеет или свой интерес, а вам транслирует что-то обратное. Самому я вот часто говорю, имейте маску за пазухой, не рассказывайте о своих планах много. Может быть, и придется для вас какую-то многоходовочку, что-то переделать, переиграть, или есть ваш интерес. Но пока, видимо, не стоит говорить об этом, а самому, может быть, что-то просчитать. У вас, мои дорогие тельцы, солнце выпадает. Солнце – это карта ясности или значения. Значит, будет ясность по какому-то вопросу. А для кого-то из вас тут может быть такая ситуация, когда вам действительно придется даже изменить ваши планы. Я этого не исключаю. И вполне вероятно, это будет связано с какими-то событиями. У вас очень интересно совпадает. Книга. Для кого-то из вас это может быть обучение. Но в основном в цыганском пасьянсе это прописано значение как организация. Организация, учреждение. Поэтому вы можете отправляться в какие-то инстанции для того, чтобы оформить документы. Или узнать у официальных лиц, как в отношении вас работает закон, или как вам нужно правильно поступить. Вот явно тут чья-то консультация, вот как того специалиста или знающего человека, знающего законы, к примеру. А может быть, это тот человек, который будет говорить, какие вот ваши возможности именно на юридическом уровне. Вот такое я тоже допускаю. Потому что ясность, она, конечно, многогранная. У каждого тут свои какие-то темы. Правда, наш прогноз, он все же общий. Тельцов много, а у каждого своя судьба. Но я бы сказала, смотрите, тут у вас выпадают два таких значения, которые заставляют вас все-таки быть осторожным. Помните, счастье и удача любят тишину. Так вот, у нас маска. И здесь мы можем еще у вас с вами сложить змея. Змея – это тоже где-то затаившийся человек. Или тот, который вам что-то не досказывает. Змея, она наблюдательна. И поэтому и за вами может кто-то наблюдать и какие-то планы свои вынашивать. Я все-таки вижу, что гибкость от вас потребуется. Может быть, и не замечтаться в каком-то вопросе, может быть, в какой-то теме. Не отчасти не доверять тому, что вы слышите на 100%, а перепроверять, вот это точно. Включите сами змеиный режим, сами наблюдайте. Мы ведь можем расценивать и так. Смотрите, у вас выпадает волшебное значение. Лебедь – это у нас любовь.
искренность, прочный союз, выпадает кольцо. Может быть, у кого-то это будет связано, ну, как новые отношения. Может быть, вы с кем-то познакомились, тогда, может быть, недавно уже познакомились, может быть, вы до конца апреля, кстати, по планетарным транзитам такое может быть, новое знакомство. Не торопитесь принимать какое-то суждение о конкретной персоне. Если вы не знаете человека, очень хорошо. Чтобы не было потом разочарований. Потому как могут нам говорить о том, что даже если это пусть какая-то история возобновляется из прошлого, у кого-то из вас такое тоже может быть. И сейчас я отнюдь не о картах, я об астрологии. Вот такие тенденции могут быть до конца апреля. Они еще будут перемещены, ну, в тех же позициях и в мае месяце. Поэтому можем такой разгон подальше даже брать, да, что, ну, некоторая осторожность вам потребуется. Но, может быть, как раз кто-то вам приходит как на взаимовыручку, помощь. Я этого не исключаю. Возможно, это будет связано с личной жизнью. У кого-то это будет деловая сфера. А я еще вижу, у вас совпало, посмотрите, любовь. Много чувств. Или много приятных эмоций. Или пусть даже это чего-то немного, а одно, но что-то очень знаковое или значимое лично для вас, мои дорогие. Но, видимо, пока еще все же не время, да, победа есть, ваше солнце. Будьте готовы, может быть, кому-то и так совпадет, что нужно куда-то съездить, отправиться, потому что по этой карте мы выбираем направление. Направление на 6-8 месяцев. Кто-то из вас будет даже план максимум составлять, как минимум до конца 2026 года. Вот таким знаковым для вас на будущее свершение может быть период до конца апреля. Что-то в вашей жизни все-таки, я вижу, тут меняется. Смотрю, что у нас еще совпало. И я не вижу больше совпадений, мои дорогие тельцы. Поэтому пойдем с вами дальше. И рассмотрим, какие еще подсказки нам дадут карты Таро, какие советы. Да, правда, оглядываю все карты. Мы все с вами сложили. Итак, до конца апреля. Что идет на ваш порог? Что нового, мои дорогие тельцы, до конца апреля идет в вашу жизнь? Достанем такую карту. Важное событие до конца апреля. Чем запомнится вам апрель 2026 года? И что или кто появится неожиданно? У нас до конца апреля время, когда неожиданные и ваши могут быть решения, но и когда вы будете слышать какую-то неожиданную информацию. Все же эта турбулентность связана именно с внешними обстоятельствами. Может быть, кому-то вам и придется, из вас, по крайней мере, принимать такое соломоново решение. Следующая карта – событие, которое изменит вашу жизнь или каким-то образом окажет влияние лично на вас, на ваши планы до конца апреля. Что вас будет радовать, мои дорогие тельцы, в чем ваша сила? И карта совет, и одновременно к чему приготовиться, вот к чему быть готовым тельцу. Итак, первая карта. Что нового идет в вашу жизнь? Вот так. 13-й старший аркан. Что-то завершается. Как будто нам, ну и, в общем-то, по астрологии оно очень символично. У вас драгоценное время до конца апреля, потому что именно обустроить свою жизнь так, с большим пониманием, с большей конкретикой для себя самого или самой, когда нужно что-то завершить, чтобы не было каких-то дежавю или, знаете, камбэков, возвратов назад, когда нам приходится неожиданно все бросить и начать что-то через возврат к прошлым событиям, может быть, документам, важным бумагам, соглашениям, возвращаться, потому что нужно довести до ума. Хотя сам по себе апрель месяц, именно вторая половина, она будет очень благоприятна. Вот именно жизнь с правильной ноги отстроить. Что-то завершается. Поэтому карта говорит: отпускай. Понимай, что нужно удерживать, а за что не стоит даже и держаться. Но это что-то новое. Как будто старое должно уйти, освободив место новому, мои дорогие. И есть те вопросы, которые нужно отпустить. Может быть, способы заработка вы будете пересматривать. Для кого-то из вас ситуация будет касаться жилища, иногда по 4 пентаклей, место нашего пребывания или место нашей безопасности. Карта мага, алхимик.
Может быть, и есть конкретный человек, с которым будут связаны некоторые события. У вас два старших аркана. Да, у кого-то это могут быть люди, иногда прописано в некоторых колодах. Карта алхимика принадлежит как бы двум знакам зодиака, но больше близнецы, но и еще в некоторых, как и близнецы и дева. Может быть, это и есть конкретный человек. И Меркурий как раз в одном из углов карты, пусть не в этой колоде, но у кого-то может совпасть именно по астрологии тоже. Но карта алхимика – это ваша карта. Это вам нужно быть магом и волшебником. Да, как будто изучает наш маг. Вот явно приготовьтесь к тому, что новое идет. Что-то завершается. Неизбежно. И два старших аркана всегда говорят о том, что происходят изменения, к примеру, в вашем ближайшем окружении. Или происходят изменения в ситуациях, обстоятельствах вас окружающих. Здесь и, может быть, меняются законы, меняются какие-то положения. То, что мы говорим, принято. И вам это придется перестроить или себя где-то адаптировать к той обстановке, которая складывается. Поэтому у вас и карта мага. Задумался наш маг, как будто что-то изучает, поэтому для кого-то из вас необходимость или изучить какой-то вопрос, или кто-то задумается о том, чтобы получить важный документ, может быть, или построить карьеру, но для этого потребуются курсы. Для кого-то знание языков, ну, наверное, самые разные знания. Задумался маг, потому что он сам по себе что-то задумал. И это карта великого практика. Вот вы и есть практики, мои дорогие тельцы, но, видимо, до конца апреля и где-то с заходом на май вот эти энергии, а я должна сказать, старшие арканы никогда не проигрываются на короткий период, это всегда растягивается на более длительный, может быть, и на несколько месяцев. Вот что-то вы будете завершать, может быть, это даже где-то до конца июля. Опять же, с учетом планетарных транзитов. Для кого-то из вас постепенно в течение 2026 года будут уходить или сходить как будто на нет те вопросы, которые уже теперь не нужны, не важны. У вас же солнце выпало. Солнце, если мы говорим ясность, значит, какие-то вопросы у вас прояснятся. Как вам дальше действовать? Поэтому, если то, что не служит вашему прогрессу, как будто само пытается завершиться, оттолкнуться, я вижу, нет смысла удерживать. Потому что совершенно вот что-то и стремилось к завершению, мои дорогие. Может быть, вы, где-то этого не успели заметить. Или телец пытался за что-то держаться, может быть и так. У кого-то, кстати, отношения, иногда по четверке пентаклей, ревность идет, мои дорогие. Потому что два старших аркана мы можем трактовать совершенно по-разному и к любой сфере жизни. И я могу допустить, что это вы кого-то удерживали, да, или пока не разберетесь в каком-то вопросе, а может быть это и страстная любовь. Но я не исключаю, мои дорогие, и что вас кто-то будет пытаться удерживать. Вот, но в каком-то новом амплуа. Все-таки это что нового идет в вашу жизнь. Я бы сказала, то, что вам где-то знакомо, требует завершения. И, может быть, трансформация, я вот этого тоже не исключаю. Тут как будто в какой-то части мы можем отпускать или понимать, что, да, вот, к примеру, методы действия. Вот одними методами мы пользовались прежде, теперь мы понимаем, да нет, это все будет как в пустоту. Это ни о чем. Не получим мы какого-то эффекта. Нам именно себя приходится перестраивать. И высшие силы, хочется сказать, вам помогают. Важное событие. Чем запомнится тельцам апрель месяц? Когда много каких-то, может быть, деталей, мелких дел, мелких вопросов, много людей, вполне вероятно, которые могут что-то от вас требовать, просить или подстраивать так ситуацию, чтобы вы на что-то согласились, но у вас сильная позиция. И в этой колоде карт, это у нас второй иллюминатов, вы как будто сильны. Ну, конечно, с учетом этих карт. Но вы выше всех. Вот есть такое значение, особенно в этой колоде. И художник изобразил человека, героя нашего. Он стоит на вершине арки. А арка расположена как на горе, на каком-то высоком холме. И пытаются вот до вас вот эти 6 жезлов, как будто буквально достать тельца. Ничего не получается. Самое главное, не быть втянутым именно в те дела, вопросы, куда вам не надо. Да, наш герой на всякий случай занес так жезл. Если нужно, то мы можем парировать, давать сдачи, все это мы можем. А надо ли? Первый вопрос.
У вас сейчас сильная позиция, как будто не включайся в телец, этим может запомниться апрель месяц, когда вы будете фильтровать. Вот это мне нужно, а это нет. А вот это нужно кому-то другому. Давайте достанем дополнительную карту. Чем запомнится Тельцу апрель? Отшельник. Очень символично. Одна карта дополняет другую. Вот немножко самим по себе. Отшельник – это карта независимого человека. Отшельник – это тот, кто идет медленно, кстати. Он не стоит на месте, это движение. Но ведь это философ. Вот от вас потребуется философский взгляд на вещи или на что вы соглашаетесь, мои дорогие тельцы. Как будто вам задача сейчас пройти какой-то свой собственный путь. Еще один старший аркан, который будет говорить, что вам, скорее всего, и этим может запомниться апрель, придется какой-то свой, как жизненный путь, выставить свои приоритеты, может быть, поставить их на первое место. И я не исключаю по этой карте, что это может быть взаимодействие с каким-то даже человеком, который достаточно сложный. Может быть, это сам по себе человек, одинокий вот, кстати, тот человек, который имеет, между прочим, к вам интерес определенный, нам не говорят конкретно, может быть, это будет связано с деньгами, к примеру, или это ситуация по работе. Сложно трактовать старшие арканы, тем более в общем прогнозе. Может быть, это и касается личной жизни, но как будто тут телец, не случайно 13-й старший аркан, вы уже тогда какой-то опыт имеете. И может быть, конкретный опыт с этим человеком. Вот сочетание у вас такое карт, который будет говорить о том, что если мы спросили, чем запомнится вам апрель. Здесь я допускаю все-таки, у вас выпадали тем более и змея, и маска, поведение конкретной персоны. Это уже в сочетании карты вам может этим запомниться. Который именно до конца апреля может напоминать какой-то дежавю или прежнюю ситуацию. Это тот человек, который обижен на весь мир, мои дорогие. Может быть, несколько озлоблен даже. Вот я такое тоже не исключаю. Может быть, будет такой ситуационный момент, когда вы поймете в отношении определенного персонажа, что нет, этот человек не способен не любить, не дарить любовь. Почему я так говорю? Потому как вот или это для вас проиграется, как конкретная ситуация, может быть, рабочая, по документам, по учебе, когда вот самому тут тоже надо не плашать, но у кого-то может быть связано именно с личными событиями, с какой-то историей, которая теперь уже как будто завершается. Но еще в апреле, может быть и в мае, какое-то взаимодействие будет, я не исключаю. Но тогда это вас судьба ведет, чтобы вы могли сделать в отношении конкретного человека четкие выводы. А что еще? Ну как-то тут не совсем все положительно будем говорить. Хочется радости, вот прямо так. Чем запомнится вам апрель? Вам запомнится апрель? Вот я тут вижу, кто-то будет возвращаться в вашу жизнь или вас пытаться вернуть. Может быть, с учетом работы. Или какая-то ситуация может возвращаться. Нам говорят, ты сам будь вот этим где-то отшельником. Это я не говорю замыкаться, а это философское отношение к жизни. Или если вам заново что-то обещают. Или вы оказываетесь в какой-то подобной ситуации. Мои дорогие, самое время задуматься, почему какой-то сюжет. А у нас еще пока с вами Хирон в Овне. А это всегда завершение какого-то надоевшего сценария, мои дорогие. Поэтому вполне вероятно, вам придется завершать, но в каком-то таком своем ключе. Может быть, неспешно, какой-то прежний сценарий, все-таки он завершается. И это карта бездействия. Карта будет говорить, не торопись вот именно активничать, не торопись на что-то соглашаться. Обдумай, может быть, да, какой-то вопрос, или изучи его дополнительно. Будь сам, ну где-то храни себя, телец, будь сам вот этим философом, потому что не все так однозначно. Здесь я допускаю, чем может запомниться. Да, вот посмотрите, снова выпадает тройка мечей. Здесь может ситуация апреля напоминать какую-то ситуацию, которая была, может быть, в течение вот этих 7 лет. Может быть, была неоднократно. Так вот, вам что будет помогать? Ведь это карта здорового равнодушия. Когда нам все равно. Уже отболело. Так вот, кому-то из вас может быть вот это здоровое равнодушие как раз в помощь. Потому что с вашей стороны
нежелание скорее быть втянутым в какое-то дело, а кто-то может активничать в отношении вас, вас к чему-то призывая. Берегите себя, мои дорогие тельцы, чем запомнится. Это как главный урок жизни или главный экзамен. Вы проходите до конца апреля, карта Иерофант. Я не исключаю, что кому-то придется вот, да, с конкретным человеком, но выстраивать взаимоотношения как по-новому, потому что есть, может быть, и ваш интерес. Все-таки аркан Иерофант говорит о том, что не случайная была какая-то встреча, или были контакты, или не случайная ситуация по работе. Но для вас вот полностью сказать, что вот как взял и так вот отмахнулся, или сказал, а нет, это словно не было в моей жизни, так не получается. Здесь есть и ваш интерес, безусловно. Здесь есть ваш рост. Или вас судьба сводила с конкретным человеком для того, чтобы вы, ну, как стали сильнее. Или не были в каких-то темах, может быть, личной жизни достаточно наивными. Вот есть такой момент. И, видимо, кульминация будет до конца апреля или, может быть, заходом еще на май. Хотя я не исключаю, что для кого-то до конца июля. Давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. Рыцарь, принц, точнее, в этой колоде Пентаклей. Это тот, который едет медленно. Это тот человек, у кого-то это вопросы, которые связаны с детьми. Вот бывает. Да, вообще это карта марафонского забега. Вот конкретно прописано, то есть какой-то период, когда мы сами что-то начинаем, как с чистого листа. Или какой-то новый проект. Пусть проект старый, но все равно, мои дорогие, значит, он будет обновленным в каких-то новых условиях. Или взаимоотношения, может быть, с конкретными персонажами, когда вы будете тоже с другими приоритетами выстраивать. Что это означает? Кто или что появится неожиданно? Ну, может, должна сказать, и появится тот человек, который имеет свой интерес к вам. Но для вас как будто ничего нового. Ну вот правда. Кто или что появится неожиданно? А вот смотрите, тут, скорее всего, появится действительно неожиданно новость. Новость, придет какой-то документ, может быть, это в виде предложения. Не исключаю, что это может быть как в средствах массовой информации. Всегда по 8 жезлов я называю это доброй трансформацией, словно 1000 дорог сходятся в одной точке. Ну и как минимум 8 жезлов у кого-то просто много этих самых новостей, каких-то сообщений, контактов или мелких дел, когда вам нужно многое успеть и оказаться, может быть, в каком-то офисе, переговорить с конкретным человеком, пересмотреть какой-то документ, переподписать, пересчитать. Да, не будет вам времени скучать, мои дорогие. Это факт. Потому как, да, карты нам сказали, что хотим мы того или нет, но появляются какие-то ситуации, которые будут связаны с тем, что вам уже знакомо. Здесь явно будет тема, о которой вы продумывали, 2 жезлов, и когда-то строили планы, но по какой-то причине вы не действовали. Возможно, даже вы искали информацию и нашли информацию по какому-то вопросу, но по какой-то причине вы остановили эту тему или остановили этот вопрос. И вот теперь в этом контексте вы получаете новости или внезапную информацию, когда вам придется действовать. У вас шикарные карты. Вы действительно, как вот по Иерофанту, выходите из какого-то жизненного лабиринта, причем очень запутанного и сложного. И вот вам теперь, может быть, в один какой-то момент придется свои собственные планы вида изменить. Именно потому, что это будет связано с какой-то новостью, сообщением, предложением, или то, что вы услышите в средствах массовой информации, как-то переложив на себя какую-то тему, переиграть. И действовать придется по колесу фортуны быстро, потому что здесь мы не должны упустить времени, мои дорогие. События, которые изменят вашу жизнь. Королева мечей. Что-то надоело тельцу. Причем, смотрите, в этой колоде королева мечей, ведь это прообраз Юдифи. Такое бледное лицо, холодное. Вот приготовьтесь вот таким энергиям. Где-то это ведь тоже карта независимого человека. Вот независимость у вас, наверное, как красная линия через весь апрель идет. Алхимик независим.
Иерофант, понятно, тоже независим, хоть это и учитель. Безусловно, мы будем говорить королева мечей, абсолютно точно. Независимый человек, ну и, конечно, отшельник. У кого-то сложная история, которая связывает двух людей. И в ней тоже, может быть, нужно разобраться. Я должна сказать, ваша сильная позиция будет в том, что не хочется замечтаться. Не хочется быть обманутым. Вы это будете чувствовать. И, может быть, от этого важные перемены. Вот смотрите, телец может даже как отказаться от чего-то, от какого-то проекта. Или когда вам придется этот проект, тему пересмотреть. Но все равно вот есть как, знаете, новое начало. Или какая-то новая тенденция, абсолютно точно. Событие, которое изменит вашу жизнь. Как будто вот если в вашем во втором доме гороскопа будет теперь Уран находиться, и здесь у нас выпадает шестерка пентаклей, а это сама по себе карта заработков, карта финансового успеха и прогресса. Поэтому вы какие-то по части денег, финансов или из-за тех тем, которые к этим финансам сводятся, к вашему интересу, вы будете что-то менять. Причем вы можете с учетом королевы мечей, ну вот словно отрезать что-то. Или от чего-то отказаться. Отказаться буквально даже. Есть у вас, например, план. И вот именно методами вы раньше пользовались одними, а теперь скажете нет, это не сработает. Вполне вероятно, я такое допускаю, что в отношении финансов эта карта работает в одном направлении. Это вам сейчас высшие силы помогают, буквально, мои дорогие тельцы. Что-то видоизменить, переиграть в своей жизни. Но карта работает именно на помощь вам. Но призывает сразу же, будь внимателен, телец. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Как будто деньги есть, деньги будут, но есть риск их потратить. А тут наоборот нам карты говорят. Наверное, и тебе самому придется, телец, отказываться от некоторых трат. Потому что по принцессе кубков здесь, к примеру, есть какой-то вдохновляющий проект. Это карта вдохновения, безусловно. Но или какая-то задумка ваша. Может быть, это то, чем вам нравится заниматься. Или это то, что вас радует, и вам это, именно хочется это продолжить. Или вам это интересно, как любопытство к жизни. Но именно этот, может быть, проект каким-то образом перекликается с финансовой историей. И тогда вам придется это соединить. Но сказать, что тут хоть и деньги у вас будут, это точно. У кого-то хороший такой доход ожидает в апреле месяце. А я бы не сказала, что вы их тратите. По крайней мере, карты однозначно советуют. Что будет радовать? В чем ваша сила? Снова еще один старший аркан, который дополняет значение, как будто новый жизненный путь. Закончился очень символично. Завершается один цикл и начинается совершенно другой цикл вашей жизни. Оно-то ведь астрологически тоже так и есть. Момент перехода между прошлым и будущим. Небесный мост между тем, что было, и тем, что ждет вас в последующее время. И, видимо, апрель кто-то из вас особенно прочувствует. Карта совет, к чему быть готовым. Вот деньги не тратим. Посмотрите, как будто деньги получаете, а это всегда карта недостатка. Карта совет или к чему приготовиться, мы говорили, да? А вот приготовься к телец, что тебе деньги понадобятся. Первое, потому что не все как-то, может быть, в последующий период. Возможно, это будет зависеть много старших арканов от внешних обстоятельств, событий. Вам придется явно какую-то финансовую концепцию пересматривать, перестраивать. Будьте к этому готовы. И вам придется договариваться с какими-то людьми, проводить словно, если не параллели, но искать какие-то общие точки или сохранять, может быть, с некоторыми персонами нейтралитет. Самое главное, себе не навредить. Поэтому вот такой совет. Но к чему быть готовым до конца апреля еще? Таким образом растет ваша сила. Вы очень ресурсные. Вы ресурсные, не обязательно это даже финансы мы говорим. Это где-то ваша сила, физическое самочувствие, не без этого. Но это еще и карта, которая будет говорить, вы сильны на свои новые планы. Вы сейчас прошли, может быть, 7-летний сложный опыт, но теперь вы смотрите на жизнь без иллюзий. Здесь вот натренировал вас Уран, когда у вас действительно сильная позиция, когда есть какие-то свои
желания, которые телец хочет осуществить. И если бы прежде он, не успев додумав, уже на что-то согласился, то тут нет. Вам действительно в чем-то придется это, к чему приготовиться. Это как рост ваших возможностей. Это как рост вашей силы. У нас изображена прекрасная дева и лев. Обратите внимание, подчиняется лев прекрасной деве, потому что не чувствует агрессии. Вот и вам как будто нужно побыть на своей волне, быть той кошкой, которая гуляет сама по себе однозначно. Но при этом мы выражаем миролюбие, сохраняем какой-то нейтралитет, пока от чего-то, может быть, внутри вашей души вы понимаете, что готовы завершить, но уже точно мы об этом, точно не афишируем, мы не говорим. Все, я ставлю точку. Мои дорогие тельцы, примите это к сведению. Вы можете завершать и, может быть, как знаете, постепенно удаляться, постепенно уходить от какой-то темы. Но сказать, что это такие резкие движения, нет. Потому что, может быть, это касается именно персон или каких-то людей. Вот нужно действовать осторожно. Все-таки у аркана сила, энергия, так же, как у мага. А у кого-то, правда, проиграется. Вот то, что я говорила, долго рассказывала, сложные взаимоотношения. Очень часто аркан алхимик – это мужская сила, аркан сила – женская сила. И я где-то говорила, да, вот когда только первые карты у нас выпали, у кого-то, может быть, это взаимоотношения, когда, есть ревности с вашей стороны. А может быть, тут наоборот, с вашей стороны уже никак. С вашей стороны уже и отболело, и отгорело. А у какого-то человека ваш адрес как раз и просыпается какая-то страстная любовь или желание быть рядом с вами. Вот я такое тоже не исключаю. Сложное, тут мы все разные, но я допускаю сложные взаимоотношения, в которых вам придется, видимо, сохранить какой-то баланс, по крайней мере, до конца апреля. В этом есть ваш интерес или необходимость. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.